Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о невероятном растении с довольно уникальными свойствами. Речь пойдет о бамбуке. Немногие знают, но о бамбуке собрано множество интересных фактов, о которых мы расскажем в нашем видео. Большинство из нас считает, что бамбук – это дерево. На самом же деле бамбук – это трава, причем являющаяся родственником пшеницы и риса. Однако, в отличие от пшеницы и риса, используемых для еды, имеется множество вариантов применения бамбука. Ни одно растение в мире не применяется так широко, как бамбук. Из этой травы строят дома, мосты, делают мебель, домашнюю утварь, водопроводные трубы, плоты, музыкальные инструменты, кости, трости, зонтики, веера, игрушки и многое-многое другое. Лучше питаться без мяса, чем жить без бамбука, говорят китайцы. Будучи тропическими и субтропическими растениями, в естественных условиях бамбук произрастает в Азии, Европе, в Северной и Южной Америке, Африке и Австралии, известны рощи и в океане. Травянистые бамбуковые встречаются исключительно в тропиках, тогда как некоторые одревесневающие виды достаточно хорошо чувствуют себя и в более холодных областях. Из всех стран в мире больше всего бамбук растет в Китае. Китай – своего рода королевство бамбука. Более 400 видов бамбука произрастает в этой стране, 1/3 всех известных видов бамбука в мире выращивается здесь. Китай имеет самую большую посевную площадь бамбука, а место, где растет больше всего бамбука в Китае, это южная зона реки Янцзы. Место очень популярное у туристов всего мира. Бамбук – это вечно зеленое растение, которое растет со средней скоростью 10 см в день. Некоторые сорта могут вырастать на 1 мм за пару минут. Ученые часто проводят исследования, и настоящим рекордсменом стало растение, которое за сутки выросло на 120 см. За счет такой скорости культура может достигать в высоту 38 метров, но при этом окружность стебля составляет 80 см, то есть около 25 см в диаметре. Недаром японцы утверждают, что если долго смотреть на бамбуковые заросли, то можно без труда увидеть, как растут стебли. Иногда почитатели бамбука собираются, чтобы послушать, как растет эта трава. Это как раз не миф, бамбук растет так быстро, что слышно, как шуршит земля, раздвигаемая ростком. Если спилить растение, то на его месте очень быстро вырастет новое. Происходит это потому, что корневая система у бамбука очень мощная и разветвленная. Они разрастаются в стороны более чем на 6 метров. Учитывая плотность бамбука в лесах, понятно, что корни растений сильно переплетаются между собой, образуя плотную и очень прочную структуру, устойчивую к оползням и даже землетрясениям. Существует несколько способов выращивания бамбука. Первый способ – это выращивание растения из семян. Для коммерческого использования выращивание одревесневающих видов бамбука из семян является наименее привлекательным способом размножения. Основная причина довольно проста – придется ждать в среднем 40-120 лет, когда бамбук зацветет. В то же время положительный момент, что бамбук, выращенный из семян, имеет жизненный цикл еще от 40 до 120 лет. Собранные семена бамбука очищают, затем сушат на солнце в течение 1-2 часов. После семена замачивают в чистой обычной воде в течение 6-12 часов, которая сливается за 10-20 минут до посева. Делаются небольшие лунки, 3-4 мм, в которые по одному вставляются семена бамбука. Семена присыпаются почвенной смесью, чтобы они располагались на глубине 4-5 мм. Всходы из семян растут медленно. Семена бамбука в среднем начинают прорастать через 15-25 дней, всходы тонкие и хрупкие. Сеянцы растут медленно, потому что подземная часть изначально не дифференцированы как корневища. Когда сеянцам 3-4 месяца, и они начали выпускать новые побеги, их пересаживают в горшки, наполненные верховым торфом, поливают 1 раз в день, предпочтительней в вечернее время. Саженцы бамбука готовы к пересадке к месту назначения, как только они достигают 40-50 см. Следующий способ выращивания – это посадка отростка бамбука со стволом. Чтобы бамбук принялся, его обильно поливают. Также можно выращивать бамбук при помощи черенкования. Этот способ наиболее эффективный. Нужно отщипнуть от растения черенок и поставить его в воду. Корневая система развивается за 3-4 недели. В это время можно будет пересадить бамбук в грунт.
Эффективным способом выращивания является также посадка корневища растения. Именно крепкие корневища очень быстро распространяются под землей. На каждом междоузле корневища могут зарождаться зачатки новых побегов. Корневище легко выкорчевывается. Удаленными из почвы они хорошо могут развиваться сами по себе. Все эти саженцы будут выращиваться в искусственных условиях в течение от 1 до 2 лет и только потом будут высажены в открытый грунт в дикой природе. Бамбуковое дерево в дикой природе, если за ним ухаживает человек, растет гораздо быстрее. Как любой злак, бамбук цветет, однако происходит это редко, один раз в промежутке от 60 до 130 лет. Даже растущий в нижнем ярусе леса низкорослый бамбук цветет один раз в 20 лет. Удивительным является то, что все стебли, полученные из одного ростка, цветут одновременно, при этом неважно, где и в каком климате они находятся. Однако плантаторов процесс цветения не радует. В этот период растение забирает все питательные вещества из корневой системы, поэтому нередко погибает. Это происходит потому, что в этот период оно расходует последние запасы энергии. Как правило, период цветения охватывает большие территории, на которых произрастает бамбук. В таком случае последующая за цветением гибель растений часто приводит к полному исчезновению бамбука на данной территории. Для того, чтобы избежать подобного, побеги регулярно обрезаются. Когда бамбук достигает достаточно большого размера, его спиливают для промышленных нужд. Для использования бамбука в строительстве спиливаются только зрелые стебли возрастом от 4 до 6 лет. Такая древесина чрезвычайно прочная, она выдерживает все механические нагрузки при использовании бамбука в строительстве. Такой бамбук легко отличить по ярко-зеленому цвету стволов и белым узловым кольцам. Когда цвет стеблей меняется с зеленого на серовато-зеленый, а цвет узловых колец блекнет, это свидетельствует, что бамбук дозрел и его можно убирать с плантации. Стебли срезаются чуть выше первого или второго узла над уровнем земли. Это необходимо, чтобы не допускать собирания дождевой воды. Застойная дождевая вода в стебле может привлечь насекомых и вызвать гниение, что может ослабить корневую систему бамбука. Свежесрезанные стебли бамбука длиной 6 метров могут весить более 70 килограмм. На фабрике все бамбуковые стволы обрезаются до нужного размера. Поверхностный слой стебля бамбука обладает особой, самой высокой твердостью. Речь идет о первых 1,5 мм. Этот слой, после высыхания, каменеет в буквальном смысле. И его практически нельзя повредить даже металлическим предметом. Бамбук имеет естественный водоотталкивающий внешний слой, поэтому обработка его химикатами против насекомых и бактерий производится изнутри. Здесь волокна могут хорошо впитывать раствор. Длинный стальной стержень поможет проникнуть в каждый узел по всей длине стебля. Перед началом консервации со стебля смывается мох и другие поверхностные пятна струей высокого давления. Позже каждый узел очищается индивидуально вручную стальной щеткой. Правильное сохранение бамбука чрезвычайно важно для его долговечности. Для этого используют растворы буры и борной кислоты, которые хорошо растворяются в горячей воде. Из бамбука научились делать замечательный чай. Для этого удаляют ветки и оставляют только листья. Их собирают вручную, а затем тщательно промывают чистой водой. Затем листья разрезают на мелкие кусочки. Запариваются листья бамбука в течение 5 минут. Высохшие листочки упаковываются примерно в такие же коробочки или пакеты, как для обычного чая. Иногда бамбуковый чай производится в виде порошка или пудры. Чай из бамбука оказывает благотворное влияние на организм человека. В нем обнаружено около 28 полезных свойств, благоприятно влияющих на здоровье. Он не содержит кофеин, поэтому таких ограничений по количеству чашек, как для кофе или для чая из чайного дерева, для него нет. Зато является природным антиоксидантом, который выводит из организма вредные соединения, в том числе тяжелые металлы. Бамбуковый чай особенно рекомендуется в период авитаминоза, а также при депрессиях, нервных срывах и истощении. Благоприятно воздействует на мозг человека. Внешне из-за зеленоватого оттенка он напоминает известный всем зеленый чай. Привкус у бамбукового чая слегка сладкий травянистый, оттенок золотисто-зеленый.
Значительное количество бамбука идет на изготовление одноразовых палочек для еды. Здесь бесспорным лидером в изготовлении подобных изделий является Китай. В сумме китайские фабрики выпускают 80 миллиардов пар одноразовых палочек, значительная часть которых идет на экспорт. Например, с 2000 по 2006 год было экспортировано 165 тысяч тонн таких изделий. Главным их покупателем является соседняя Япония. Бамбук, который спиливают для этих целей, складируют в соседнем с цехом помещении. Бамбук предварительно разрезают на одинаковые части и распиливают вручную на две половины. Затем заготовки режут на специальном станке на маленькие дощечки. После этого дощечки перемещают в другой цех, где из них и делают конечный продукт. Станок разрезает их и придает нижним концам округлую форму, но не распиливает их до конца, оставляя палочки соединенными и прямоугольными с другого конца. Это делается для того, чтобы человек, который будет пользоваться ими, знал, что они новые. Следующий станок заостряет нижние концы палочек. После того, как палочки обработаны, они попадают в отдел качества, где работники проверяют изделия на брак и соответствие требованиям заказчиков. Затем палочки упаковывают. После этого дощечки сортируют по качеству и упаковывают в мешки. Заказчики из Поднебесной, куда отправляется вся продукция, следят за тем, чтобы заготовки соответствовали их стандартам, не были разными по цвету, кривыми и с дефектами. Сегодня трудно перечислить отрасли, где бы не использовался бамбук. И на первом месте стоит использование бамбука как строительного материала. Из бамбука возможно сделать практически любые строительные конструкции: стены, крыши, лестницы, стропила, оконные и дверные рамы. При изготовлении плоских поверхностей стебли путем связывания, переплетения или иным способом скрепляются между собой. Современные бамбуковые строительные материалы чаще всего представляют собой доски или панели. Поскольку стебель злака имеет трубчатую форму, распилив его вдоль, получить обычный брус не удастся. В связи с этим при работе с бамбуком применяют методы склеивания и прессования отдельных полосок растения в плиты, которым затем придают форму и покрывают лаком, в результате чего образуются такие элементы, как эти. Их можно использовать в качестве отделочных материалов для стен, потолков, напольных покрытий. У досок из бамбука меньшая по сравнению с деревянными плотность, ввиду чего конструкции из подобного материала получаются легкими. Заблуждается тот, кто, судя по внешнему виду, считает бамбук хрупким и недолговечным. Раньше из бамбука даже строили дворцы. О прочности и упругости бамбука говорит тот факт, что его используют в качестве арматуры в цементных постройках. К слову говоря, в Камбодже есть шедевральный мост через реку Меконг длиной аж 300 метров. Его каждый год в сухой сезон строят, а перед сезоном дождей разбирают и хранят на складе. По нему могут перемещаться не только пешеходы и велосипедисты, но и автомобили. Этот мост соединяет речной остров Капен и город Кампонг-Чам, расположенный на западном берегу. Ежегодный бамбуковый мост получается достаточно прочным и широким, ведь части строительной конструкции глубоко и под разными углами устанавливаются в русле реки. Бамбук изгибается и пружинит, но не ломается, поэтому при соблюдении вполне разумных мер предосторожности реку можно пересечь не только на мотоцикле, но и на легковом автомобиле. Ему же принадлежит рекорд по длине моста, построенного из бамбука. Чтобы построить его заново, необходимо около 50 тысяч бамбуковых палок. Посмотрите, как достаточно просто можно выполнить монтаж бамбукового забора. Это самая простая разновидность ограды. Стволы устанавливаются вертикально, связываются при помощи веревки в сплошное глухое полотно и привязываются к поперечным брусам, закрепленным на столбах. Необходимо чередовать тонкие и толстые концы стеблей, чтобы забор был равномерно плотным. Красота такого забора во многом зависит от аккуратности выполнения связки. Узлы размещают с внутренней стороны ограды. Чтобы продлить срок службы забора, над ним выполняют крышу из доски или половинки крупного ствола бамбука. Так дождевая вода не попадает внутрь стволиков и предотвращается их гниение изнутри.
Прочность стеблей доставляет лишние хлопоты при обработке бамбука, его нельзя пилить обычной пилой, необходимо использовать лобзик. Перед пилением следует просверлить отверстие по линии распила, а лобзик необходимо настроить на маленькую амплитуду хода. Пилить необходимо медленно, тогда заготовка не будет трескаться или разламываться. При правильной установке половинок бамбуковых секций, когда его панели приподняты над землей, он может простоять более 20 лет. Так как бамбук относится к натуральным продуктам, он постепенно начинает выветриваться, нечто похожее происходит и с древесиной. Для замедления процесса старения забор нужно обработать герметиком. Вся конструкция прочно связывается кокосовым канатом. Трудно переоценить значение бамбука в жизни панды, ведь он составляет основу их рациона. Если не будет плантаций бамбука, то животным просто грозит голодная смерть. Эволюционные процессы привели к тому, что кишечник панд не предназначен для переваривания мяса, при этом для защиты от бамбуковых щепок пищевод и желудок у этих животных выстлан толстым слоем упругой слизистой ткани. Однако это растение имеет невысокую питательную ценность, в результате чего медведи в сутки должны съедать от 10 до 40 кг бамбука. Исследования ученых показали, что большие панды эволюционно приспособились к бамбуковой пище благодаря своим минимальным энергетическим затратам и гормональному фону. Из 300 видов китайского бамбука панда соглашается есть немногим больше 10: зонтичный, кольчатый, стреловидный, мечевидные бамбуки и еще некоторые. Причем ест только достаточно молодые растения, а не те, которые уже 100 лет ждут цветения. Если панда выест плантацию бамбука, ей надо будет переходить на другую плантацию, а не ожидать свеженьких побегов. Поэтому человек с его хозяйственной деятельностью может обречь последнюю 1000 панд на вымирание. Если будут уничтожены подходящие виды бамбука поблизости, то панда не сможет прокормиться другими растениями, даже если их окажется очень-очень много. Панда и бамбук стали символами Китая. Это миролюбивый мишка, который может, но не хочет быть хищником, и живучее растение удивительной гибкости, пригодное для самого разного применения. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!